Всем добрый день, меня зовут Арсений Веснин, это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Так что привет всем на YouTube, привет всем, кто нас слушает в приложении «Эхо», я призываю его ставить, ну и потом, кто читает расшифровки или слушает подкасты, тоже привет. Друзья, сразу напомню, что лайки – это такой важный инструмент поддержки нас, ну и вообще какой-то свободы разговора, свободы интернета, поэтому ставьте, пожалуйста, лайки и поддерживайте наш канал, если вы хотите и можете. У нас сегодня в гостях петербургский политический обозреватель Михаил Шевчук. Миша, привет. Приветствую. Всем привет. Давай все-таки честно скажем, не к Петербургу, к сожалению, или, может быть, к счастью, прикованы в последнее время взоры, наверное, всех политических обозревателей и вообще просто любопытствующих людей и интересующихся или просто переживающих. Конечно, куда-то в сторону Вашингтона все поглядывают. Новости оттуда летят быстрее, чем ракеты Илона Маска, наверное. Накануне Трамп выступал в Конгрессе, много чего наговорил. В первую очередь, наверное, нам интересна история с Украиной. Вроде бы какие-то шаги, теперь в сторону сближения с Зеленским снова, возможно, сделаны или не сделаны. Вот ты расскажи, пожалуйста, как ты понимаешь, Зеленский написал, что он готов, двигаться к миру под лидерством Трампа и подписать сделку. Трамп сказал, что он знает, что Зеленский готов к переговорам, но после вот той вот встречи знаменитой, уже теперь знаменитой в овальном кабинете, конечно, вообще как-то все так напряженно и непонятно. Как ты вообще понимаешь, что сейчас происходит на самом деле? Арсений, тебе приходилось когда-нибудь бывать на настоящем восточном базаре? Где-нибудь в Ташкенте или много раз. Вот, ты видел, как люди торгуются? Вот примерно это оно. Вот это оно и есть, понимаешь? Пока ничего не произошло. Происходит очень много шума, люди подходят, расходятся, хлопают по рукам, потом опять расходятся. Они могут так 10-20 раз сойтись. В конечном итоге это все, конечно, заканчивается, скорее всего, какой-то сделкой, то есть покупкой, да, но не всегда. Вот. Но сам процесс, он вот для восточных людей очень важен. Хотя, вроде не восточные люди. Хотя, да, в данном случае у нас люди совершенно не восточные, но, тем не менее, надо, наверное, не забывать, что оба они, в общем, не профессиональные политики изначально, да, то есть Трамп, он риэлтор, а профессию риэлтора мы более-менее все себе представляем, и набор определенных движений для того, чтобы продать товар подороже, а купить подешевле, он известен, да, и Зеленский тоже, в общем, не особенно профессиональный президент и дипломат, он всего там 4 года, да, в своей должности. В общем, вот у них происходит такой вот базар. То есть, по факту, фактуры пока нет, то есть, ничего не произошло. Соглашение не подписано, его условия не сформированы, и вот стороны просто-напросто создают такую шумиху вокруг этого дела, набивают цену. Потому что с обоих сторон, в общем-то, товара-то нет. Вот. То есть, обе стороны продают воздух, да, и пытаются обменять воздух на воздух. И в таких условиях, конечно, нужно максимально напустить тумана со своей стороны, да, в надежде на то, что ты за свой воздух получишь какой-то материальный профит. Вот. Но поскольку противная сторона это прекрасно понимает, хочет того же самого, в общем, возникает такое вот цыганское НЛП вокруг всей этой истории. Потому что, ты же понимаешь, что вот что продает Трамп? То есть для того, чтобы вот более-менее внятно представить себе ситуацию, проще. Вот давай, о чем сыр-бор? Если все и то, и то воздух, то, но каждому больше что-то очень нужно. Смотри, вот если Дональд Трамп предлагает нам посмотреть на это все как на бизнес, да, как на сделку, давай вот в этом терминологии попробуем действительно по его совету и посмотреть. Вот, то есть в сделке всегда есть товар, всегда есть какая-то цена, кто за этот товар платит. Вот. Или бывает там бартер, когда у обоих сторон есть товар. Вот. И до тех пор, пока ты не предъявишь этот товар четко, то есть лицом, да, тебе не заплатят. И точно так же, пока ты не покажешь деньги, тебе ничего не продадут. Вот. В данном случае у Трампа нет мира. То есть вот что происходило в овальном кабинете? Чуть-чуть назад вернусь. То есть вот люди пытались обменять несуществующий мир на несуществующие рудники, грубо говоря. Потому что у Трампа нет мира, у него нет проекта мирного соглашения вообще никакого. То есть все, что он смог сказать, это вот я попрошу Путина, чтобы он оставил Украине побольше территорий. Это вообще ничего не значит, потому что
даже не от Трампа зависит. В свою очередь у Владимира Зеленского как бы есть ресурсы какие-то там в недра, да, в украинской земле, но они абсолютно никак не разработаны, толком даже не разведаны. То есть такая есть предварительная разведка. То есть для того, чтобы их добыть, нужно вложить там такие деньги, что об этом лучше даже не думать. Это как минимум нужно остановить войну все-таки для того, чтобы заниматься нормальной добычей металлов. Как минимум, да. То есть он продает, в общем-то, несуществующие вещи тоже. То есть он пытается за несуществующие свои эти родники получить реальный мир, реальную поддержку в виде там совершенно конкретных материальных каких-то снарядов, пушек, что там надо, или денег. В свою очередь Трамп хочет получить совершенно конкретные обязательства на добычу этих ресурсов за какие-то тоже эфемерные воздушные вещи, которые он не может ни гарантировать, ни обещать толком. У него их нет, потому что он не сторона конфликта. Он не может сам устанавливать условия мира. Он может передавать Зеленскому то, на что согласен Путин, например. Но мы об этом ничего не знаем, на что Путин вообще согласен. То есть таким образом люди пытались, грубо говоря, толкать туда-сюда воздух и продолжают его толкать дальше. Сейчас они, допустим, напишут там письма какие-то, выступят с трибуны еще, что-то там заявят о какой-то готовности. Но все это не будет означать ровным счетом ничего до тех пор, пока не будет проекта конкретного контракта. Контракт, в котором будет указано, кто что кому должен. Да? И тут еще надо понимать, что надо разделять немножечко эти треки общения Зеленского с Трампом, Зеленского с Путиным и Путина с Трампом. Это такой треугольник. Все эти три стороны этого треугольника, они не пересекаются. Если треугольник нарисуете, да, то они соединяются, но не пересекаются. И надо понимать, кто с кем о чем разговаривает, кто кому что продает. Такая история примерно. Но, с другой стороны, если никто ничего конкретного пока предложить не может, ни Зеленский не может свои предложить ресурсы, ни Трамп не может предложить мир, то чего они ругаются-то? Как я же говорю, цыганский базар, да, они психологически один должен сесть на другого. И с этой позиции что-то там пытаться диктовать. Пытаются продавить на то, чтобы уговорить оппонента заплатить реальными деньгами за воздух. И просто делают это, так сказать, психологическими приемами. Смотри, кроме все-таки реальных денег и воздуха, есть еще и военная помощь, которая шла из Америки в Украину, в том или ином объеме, но все-таки это, насколько я понимаю, очень важная составляющая вообще украинского сопротивления, то это американская военная помощь. И ей, собственно, Дональд Трамп и шантажирует. То есть это как раз-таки не воздух. Подожди, слово «шантаж» здесь, мне кажется, не до конца корректно, да? Не будет сделки, я прекращаю помощь. Поругались с Зеленским, тут же все, объявил, что военная помощь прекращена. Представлено. Смотри, то, чем располагают Соединенные Штаты Америки, эти ресурсы, да, военные, это все-таки их собственность. И как собственник они, по большому счету, имеют полное право распоряжаться самостоятельно. То есть хотят они помогать Украине или не хотят помогать Украине. Это, в общем-то, добрая воля руководства Белого дома в Вашингтоне. То есть, в принципе, у Трампа есть полное право, если не моральное, то хотя бы там легальное, да, то есть сказать, я больше не хочу вам помогать, мне жалко денег, да, это слишком дорого для меня. У каждого человека есть что-то, что для него слишком дорого, не хочет. Хотите получать поддержку дальше, заплатите чем-то, я могу ее продать. В общем-то, он в своем праве. Соответственно, в Киеве должны думать, что они могут тогда предложить, за что они могут купить эту поддержку. То есть, в принципе, Трамп не обязан, в общем, постоянно помогать Зеленскому бесплатно. Какое-то время помогает, потом надоело человек. Тем более он другой человек, он не Байден. У него там другие взгляды на эту историю. Почему, собственно говоря, он тут должен продолжать эту поддержку? Такой вопрос. Например, Будапештские соглашения, которые были заключены, где США были гарантом территориальной целостности Украины. Вообще, как будто бы эти старые соглашения, они так все
берут и исчезают с страниц истории. Старые соглашения уже очень давно исчезли, уже несколько лет. Вот. Как они, по большому счету, не действуют, да, по этим соглашениям. Там Россия же... Ну, ты просто говоришь, должны, вот как бы можно найти, где должны. Вот, значит, Россия должна, получается. Вот. Всегда вот ты найдешь основания для того, чтобы не выполнять договор, если тебе это очень не нужно. Да? Ты найдешь какие-то условия, нарушенные другой стороной, и скажешь, что на этом основании, значит, договор не действует. Это, ну, тем более, понимаешь, Трамп человек посторонний для системы, для американской. Об этом договаривались с определенной системой, грубо говоря. Трамп человек со стороны, он же флуктуация политическая. Вот. Он выводит сейчас США из различных международных организаций, прекращает там какие-то программы международные, финансовые. Тоже, в общем-то, не особо думая над тем, что контракт был, не контракт. Он просто вот берет и прекращает эту историю. То есть разрушает, так сказать, все, что настроили до него десятки президентов Соединенных Штатов. Ну, вот он просто делает это, потому что может. Потому что в суд на него никто не подаст. Ну, вот так вот. Смотри, вот ты когда тоже говоришь о всех вот этих вот событиях, да, возможных договоренностях, используешь, понятно, слова сделки, контракт и так далее. Вообще с приходом Трампа риторика как будто изменилась, да, стали говорить там не переговоры, какие-то там, не знаю, резолюции, договоренности и так далее, а вот, собственно, сделки, контракт и так далее. Как тебе кажется, это такая, ну, в общем, чисто словесная история или все-таки за этим что-то большее стоит? Что тут может большего стоять? Трамп действительно воспринимает все международные отношения как совокупность мелких двусторонних договоренностей. Вот. И он не хочет работать, например, в кредит. Вот, то есть в долгосрочные перспективы он не вкладывается. То есть все его предшественники, они инвестировали. Что такое инвестиция? Когда ты вкладываешь какие-то деньги куда-то, да, а результат можешь получить там, через много-много лет, а может даже вообще не получить, в принципе. Вот. Трамп не инвестор. Да? Вот если ты, допустим, знаком с биржей, да, с биржевой игрой, ну, или кто-то из слушателей наверняка, да, то знают, что есть разные стратегии. Вот есть люди, которые вкладывают на долгий срок, инвестируют, да, есть люди, которые занимаются там постоянной вот этой куплей-продажей даже в течение дня. Купил-продал, там, дороже, дешевле. Там из вторых. Вот он не вкладывается в долгий срок. Ему надо здесь и сейчас. Тем более, что он прекрасно понимает, что у него очень мало времени. Ну, правда, очень мало. У него сейчас второй срок идет, третьего не будет. Вот. У него, может быть, вообще там всего пара лет осталось. То есть, если через 2 года на выборах демократы все-таки Конгресс себе вернут, вот, то они очень веселую жизнь президенту устроят. Там, до блокировки бюджета и прочего. Да. Трамп будет вынужден с ними как-то воевать оставшиеся свои 2 года. Тоже, конечно, может там веселую жизнь устроить. Вот. Но, тем не менее... Знаешь, что имел в виду под чем-то большим? Вот когда говоришь о политике в бизнес-терминологии, вроде все как бы просто и понятно, но политика, да, и переговоры, международная политика, наверное, это все-таки не совсем бизнес. Или как раз-таки это и есть исключительно бизнес. То есть вопрос не только там сделки инвестирования, да, там с точки зрения, не знаю, там безопасности или в какие-то финансовые плюсы, да, но какие-то вопросы, о которых все время говорили, например, там, предыдущая администрация США говорила об этом, или европейцы об этом говорят, о таких понятиях, как ценности, да, как западный мир, а вот какие-то такие вещи. Получается, что с исчезновением, да, вот, ну, как бы переговоров, да, и каких-то вот приход эры сделок и контрактов, да, знаменует, что, ну, в сделке и контракте нет места ценностям. Или я не прав? Понимаешь, в принципе, прав. Вот. Ну, как я уже говорил, и все прекрасно об этом знают, Дональд Трамп человек из бизнеса, человек, привыкший решать вопросы только так, а не иначе, только вот в формате сделок. Причем он не просто бизнесмен, да, который там строитель каких-то международных империй, то есть, как, например, Билл Гейтс какой-нибудь, он занимается недвижимостью. Недвижимость – это вполне конкретный объект. Земельные участки – это здания, вот, ты их или купил, или не купил. Вот это все. Вот он привык так работать, он привык так действовать. Вот. У него, какие ценности могут быть? Вот.
Потом, если у него есть ценности, то это как раз вот ценности таких вот старых добрых времен, там, Old Good America и так далее. Вот, то есть консервативные такие вот, патриархальные семейные ценности, не особенно распространяющиеся там на весь мир, да. Причем, по большому счету, вот то, что он говорит, это, ну, просто мы к этому не привыкли, да. А в XIX веке, например, там, это вполне было нормально, там, США так, в общем-то, и жила на протяжении столетия, да, там, по доктрине Монро, там, они вообще не вмешивались вплоть до Первой мировой войны в европейские дела, и даже в Первую мировую там пришлось очень долго уговаривать, чтобы они там как-то вмешались. Если бы там не лично президент Вильсон, то так бы Ну и, ничего и не собственно, было. начало Второй мировой войны, это тоже 40-й год, да, это изоляционизм Соединенных Штатов Америки, и, в общем-то, непонятно, Рузвельт побеждает или не побеждает на выборах, но в любом случае оба кандидата, я не помню, как-то второго звали, генерал был, который второй был против Рузвельта, господи, вылетело у меня из головы, как его звали. Не вспомню. Ну, в общем, боролись-то за пост президента США два человека. Оба обещали, что Америка не будет участвовать в войне в Европе, и вообще, что Гитлер не наш враг, и все такое. То есть это изоляционистская политика, она известная, но... Если бы не было этого инцидента с Мексикой, с перехваченными телеграммами, то так бы, может быть, и не вмешались бы. Потому что Гитлер же там мечтал как-то Мексику поднять против Штатов. Ну, в общем, да. Просто Трамп возвращается в эти времена. Вот это было. Вот. Ну, почему нет, собственно говоря? Опять-таки, они имеют на это право. То, что Трамп демонтирует, готов демонтировать там всю систему международного влияния США, ну, опять-таки, он президент. Вот у него такой взгляд. За него проголосовали люди. Дважды они за него проголосовали уже, и еще один раз там на тоненького буквально вот он проиграл, там чуть-чуть совсем, если мы помним. То есть он пользуется поддержкой. Это была его программа, и ее поддержали люди. Ну вот он теперь вот так делает. Опять-таки, ну вот что ты скажешь? Может быть, действительно слишком дорого обходится для США. Как ты думаешь, что вообще ждет Украину в ближайшее время вот в связи с тем, что она оказалась вот в круговороте вот таких вот событий? Ну, мне представляется, что в ближайшие какие-то месяцы они должны быть, наверное, поспокойнее, потому что в ожидании каких-то переговоров и сделок логично ожидать, что вот и Владимир Путин тоже немного сбавит обороты непосредственно на фронте, потому что, какой смысл, да, там лишний раз гробить людей, если вот можно получить... Если есть перспектива получить то же самое, да, без крови. Да. Вот. Поэтому я думаю, что пока не станет точно понятно, что никаких переговоров не будет, или наоборот, что не будут, то вот, возможно, будет какая-то там более спокойный период на фронте. Вот за это или время... наоборот, с другой стороны, давить и вынуждать. Ну зачем? Если есть... Зеленский сейчас слаб. Если есть перспектива получить все то же самое с меньшими затратами, то, кажется, так и надо поступать. Зачем сейчас куда-то давить? Если все провалится, тогда, может быть, все это возобновится с прежней интенсивностью. Но Зеленскому за это время надо как-то найти какие-то способы поддерживать свою обороноспособность, может быть, без США. С другой стороны, я читал довольно много там исследований сейчас, которые говорят о том, что вот методы работы вооруженных сил Украины, они не так сильно зависят от поставок западного оружия, сколько от поставок, например, комплектующих для беспилотников из Китая. То есть основное оружие сейчас в ВСУ – это дроны. Снаряды, там, не ракеты. Вот посмотри, сколько было крику и шуму по поводу поставок там дальнобойных ракет из Европы, там Storm Shadow и прочие атомсы. Но вот их применили там буквально пару раз, и, в общем-то, все. То есть то ли им не дают больше этих ракет, то ли они очень сильно их берегут и экономят для чего-то. Не знаю, но так или иначе... Я так понимаю, что просто так долго говорили о том, что эти дальнобойные ракеты будут поставлены, что уж все успели подготовиться к тому, что в какой-то момент они появятся у ВСУ. Потому что, помнишь, когда-то, когда «Хаймарсы» появились,
Тогда не успели подготовиться, они довольно серьезно сыграли роль в изменениях на фронте. А вот про эти атакмсы и прочие европейские ракеты, мне кажется, что несколько лет говорили о том, что вот-вот их передадут, что, в общем, было бы странно, если бы к этому никто не подготовился. Так или иначе, они не очень сильно применяются, и не очень понятно, что именно, кроме, допустим, снарядов и ракет, сейчас очень, очень сильно нужно Украине от Запада. А снаряды и ракеты, насколько я понимаю, сейчас начали производить и в Европе. То есть, ему надо, наверное, в ближайшее время как-то прикинуть, что называется, хрен к носу, понять, что откуда он получает, и может ли с этим как-то обороняться. Не знаю, к какому выводу он придет, но так или иначе. Я думаю, что так вот. И если он, допустим, придет к выводу, что обороняться он не может, хотя я думаю, что он на несколько месяцев точно там еще что-то хватит, тогда, да, надо выходить на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Мне кажется, что сейчас уже очевидно, что без уступок эти переговоры точно не проведет никак. Да и, в общем-то, так, наверное, и должно быть. Мы, понятное дело, много говорим об Украине, Трампе и так далее. Оттуда просто новостей много приходит. Можно какие-то выводы пытаться делать. А можно ли какие-то делать выводы вообще, чего хочет Путин? Есть понимание? То есть, подразумевается, что он тоже пойдет на какую-то сделку, да, какое-то прекращение огня. Без него вряд ли это получится. На каких условиях? Нужно ему сейчас это или нет? Его, я так понимаю, во всей этой истории может интересовать только один товар. Это отмена санкций. Угу. Но я не слышал ни от кого, ни от Трампа, ни от европейских политиков обещания да, то есть этот товар на прилавок они не выкладывали пока, по крайней мере, публично. Может быть, там где-то в ряде об этом говорили. Но должно было, если мы опять-таки возвращаемся к терминологии сделок, да, то товар должен быть как-то предъявлен. То есть мы готовы его продать. Тогда Путин, возможно, будет рассматривать эту историю, это двигаться по цене, что называется, но пока ему ничего не пообещали, у него просто-напросто нет ни одной причины, ни одного мотива для того, чтобы как-то останавливаться и пересматривать свои ранее заявленные планы. Зачем? Вся история о том, что Россия устала, что войну продолжать тяжело, что экономика медленно, но дает трещины, что люди просто, да, устали, что окружение Путина, в общем, тоже посматривает на него и говорит, что, может, когда-нибудь мы попробуем вернуться в эпоху нормальности. И, видимо, запрос какой-то на нормальность есть, потому что как только появились новости о контактах с Трампом, просто сколько новостей о том, что 1, 2, 3, 4, 5 бизнес уже думает о возвращении в Россию, о том, как люди обсуждают вовсю, что на конце карточки у нас заработают, мы сейчас в Рим полетим. То есть как будто бы мне так кажется. Видишь, я далеко, может быть, я не прав, но как будто бы ожидание того, что все, сейчас все это уже наконец-то закончится, вся эта хрень с этими СВО, не СВО, пофиг уже, и заживем нормальной старой жизнью, что это как будто бы витает. Так ли это, и может ли это как-то Путина подтолкнуть? Для этого мы должны услышать этот сигнал как-то из Европы. То есть люди надеются на это, да, они обсуждают это, но никто пока не сказал, ни в каком Брюсселе, ни в каком Париже, что, ребята, когда все закончится, мы отменим вам ограничения и начнем вас обратно пускать и давать визы и прочее. Ничего подобного мы не слышим. То есть я сижу тоже здесь, да, я живу в Петербурге. Мне, например, тоже интересно было бы, скажем, чтобы финны обратно открыли границу, да, они ничего на эту тему не говорят. Наоборот, все, что я слышу из Финляндии, это нет, мы ничего не открываем, не разрешаем. То есть какие-то ожидаемые, понимаешь, это желаемое. Желаемое выдается за действительное, но нет ничего подобного. Никто не разговаривает с Путиным об этом. То есть, а кто заставит, например, финнов открыть границы? Трамп, что ли? Нет, наверное. Наверное, он не сможет этого сделать. А кто тогда? И все, понимаешь? Нет товара на прилавке. Мы ходим такие, мечтаем, что когда-нибудь что-то случится. Видишь, одно дело – это товар на прилавке, другое дело – это просто собственное
усталость, истощение и так далее. Может, просто Путину тоже пора. Не до такой степени эта усталость пока. У Путина и у российской экономики запас прочности еще есть. Я думаю, что достаточно приличный. Вот. Наверное, на несколько лет его хватит. Вот, да, там сокращается этот фонд национального благосостояния, но пока еще все-таки не до конца сократился. Вот. Возможно, если там цены на нефть обвалятся, это там окажет свое влияние, но пока не обвалились. Вот. То есть, а без этого, надо же понимать, что не настолько здесь все плохо, что прям понимаешь, вот люди уже ходили только и мечтали только об одном. И к тому же надо, чтобы кто-то внятно заявил, что когда мы вот это сделаем, да, когда мы заключим мир какой-то, вот что вы, рядовые россияне, от этого получите. Вот. Этого не сделано, этого никто не объясняет. То есть, мы заключим мир, и мы что? Вот. Мы вам разрешим отменим санкции или что? Думаешь, кто-то это объявит? Путин это объявит. Нет, это должен... санкции наложили европейцы. В них должен быть какой-то сигнал, что вот если вы прекратите воевать, да, если вы заключите мир, мы отменим вам санкции. То есть прямая какая-то зависимость. Вот. Часто зависимости нет, она не озвучена, и поэтому у людей есть такое еще подозрение, что вот мы, значит, сейчас вот заключим мир, а ничего не произойдет. Ничего не произойдет. А ты как думаешь, может так случиться, что действительно будет какая-то приостановка огня, но в целом действительно там для России ничего не изменится? Я запросто это себе представляю. То есть Путин может пойти на это? Нет, подожди, Путин пойти. Мы можем себе... Путин на это не пойдет, разумеется. Мы сейчас говорим о том, что можем себе представить. Представить себе то, что, допустим, Россия идет на заключение этих договоров и мира и прекращение огня, а в это время, допустим, европейцы говорят, пожалуй, нет, вы должны еще кое-что нам по списочку, вот, и тогда мы подумаем. Это я легко могу себе представить. Давайте, например, скажем, вы заключили мирный договор, да, вы молодцы, теперь давайте поговорим о компенсациях для Украины. Вот. И ты такой сидишь, думаешь, здравствуйте. Вот. С другой стороны, мы же все время читаем новости о том, что там итальянская экономика потеряла столько-то из-за отсутствия нормального товарооборота с Россией. Немецкая экономика потеряла столько-то. Венгрия, она вообще понятно, да, все время смотрит в сторону Кремля. Наверное, основываясь на таких новостях, многие ждут, что, конечно, как только все закончится, потихонечку, да, не сразу, но все нормализуется. Никому же не выгодно жить за чистоколами. Или вообще пришло время чистоколов? Это сугубо умозрительное суждение. То есть нам кажется, что так должно быть, потому что мы представляем себе мир устроен именно таким образом. Но то, что нам кажется, совсем не обязательно будет реальным. В принципе, как Россия учится жить без Европы, так и Европа учится жить без России. Хорошо, у них, допустим, там может быть кризис. Что ты думаешь, это первый кризис за всю европейскую историю? Елки-палки, они за 1000 лет последнюю столько всего переживали, что переживут как-то и это. И России тоже это касается. Может быть, пришло время чистоколов каких-то, действительно. До тех пор, пока у кого-то ситуация не станет настолько плохой, что уже не будет никакого другого варианта. Но это не быстро произойдет. Я думаю, что еще много лет. Друзья, давайте мы друг от друга чистоколами огораживаться не будем. Напомню вам, поставьте, пожалуйста, лайки. Это важно очень для нашего канала. А также, если кто-то может и хочет поддержать финансово, тут все на YouTube рассказано, как это сделать. Любая небольшая сумма – это важно. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Миша, про Европу на самом деле интересно, конечно, потому что, и ты наверняка наблюдаешь за этой дискуссией. Вообще место Европы, да, в мировой политике, в мире, которое как-то вроде всегда было понятно, а с другой стороны, как-то, может, до конца и непонятно, да. Насколько Европа субъектна сейчас? Сейчас она становится все более субъектной. Она становится, да, или нет? Благодаря Дональду Трампу, да, и в Европе очень многие люди действительно задумались над тем, что они слишком сильно делегировали, слишком много полномочий делегировали Соединенным Штатам Америки. На протяжении нескольких десятилетий это работало.
Вот, и действительно, там многие люди расслабились. Зачем содержать там большую армию, когда в случае чего приходит американская там, морская пехота и решает все проблемы твои. Вот сейчас они действительно начинают думать, кто сторожит сторожей? Вот что происходит, да, когда человек, которого или там, страна, которую поставили следить за порядком, сама начинает нарушать порядок. Что в этом случае делать? Вот что, например, на бытовом уровне делать, когда, например, полицейский нарушает закон? Ты как бы можешь обратиться, не знаю, там, куда? В другой какой-то орган силовой. Но на мировом уровне, международном, таких вот нет органов. Нет никакой мировой там, прокуратуры или там, мирового ФСБ, не знаю, ЦРУ. Вот сторож начинает воровать со склада. Ну, я нечем не приступить. Да, они задумываются над этим. Да, они сейчас будут, я думаю, больше вкладываться в оборону, больше вкладываться в армию, учиться жить самостоятельно, возможно, пересматривать какие-то энергетические проекты, там, то же самое возрождение атомной энергетики. Это все довольно легко сейчас себе не только представить, да, но, мне кажется, к этому сейчас и пойдет. Вот, потому что Америку будут постепенно высаживать, если Трамп будет так продолжать себя вести, Америку будут просто постепенно высаживать из Европы. До этого дойдет. Вот, потому что когда вот Трамп говорит, да, что у Зеленского там нет козырей, вот, здесь сам Зеленский является, в общем, таким козырем. Вот. Почему? Вот он как раз карта Европы в взаимоотношениях с США. То есть вот если они очень сильно как раз разошлись именно на почве поддержки или не поддержки Украины, и именно поддержка или не поддержка Зеленского может стать, уже становится вовсю фактором испорченных отношений между США и Европой. А здесь, понимаешь, вот, в принципе, все американское влияние мировое, да, оно же основано фундаментально как раз на контроле над Европой. Ну, ты ничего не сделаешь с тем, что Европа колыбель вот всей этой белой цивилизации северной. Ну, ничего ты с этим не сделаешь. Никакая Южная Америка и Африка там ее не заменят. Вот. Если Трамп потеряет рычаги влияния на Европу, там, ну, и, допустим, Австралию, которая тоже там, хотя и в другой части света, но относится к этому же миру, вот, то, в общем-то, вот, да, США возвращается в 19 век и становится просто региональной державой с влиянием в Карибском бассейне. Вот и все, немножечко на Филиппинах. Больше ничего. Ну, вот, кстати, вот эта политика, да, ввел Трамп, по-моему, вчера или сегодня, вот ночью он подписал, да, пошлины против Канады, против Мексики, да, 25% пошлины, поднял пошлины, значит, Китаю с 10 до 20%. И, собственно, на европейские товары тоже собирается вводить пошлины. Как ты понимаешь, зачем это нужно действительно Трампу? Он действительно хочет на этом классно заработать или в чем история? Он надеется на этом классно заработать. Я же тебе говорю, у человека всего 3 года, он не играет в долгую, ему надо состричь шерсть. А он кому зарабатывает? Америке или себе? Все-таки я думаю, что он Америке, по крайней мере, он хочет заработать денег в американский бюджет. Вот. Для того, чтобы вот из этих 2-3 года, которые у него есть, максимально просто быстро и много загрести. Он прекрасно понимает, что разбираться с этим будет его там преемник, последователь, следующий президент, скорее всего, все это будет отменять, все эти пошлины. Вот. Но вот он здесь и сейчас пытается нагрести как можно больше. И остаться, естественно, как любой популист, понимаешь, он останется в памяти народа, как вот человек, при котором там вот хлеб бесплатно раздавали, условно говоря. Сколько это стоит, и сколько это обошлось там следующим поколением, это неинтересно уже, это не важно. А Европа, как ты считаешь, ну, с одной стороны, ты говоришь, что вроде она становится более субъектна, с другой стороны, вот я прочитал сегодня утром новости о том, что британский премьер и французский, значит, президент вместе с украинским лидером вроде бы едут в Вашингтон и хотят вместе на 4 поговорить, значит, Трамп, Страммер, да, Макрон и Зеленский, и как-то попробовать урегулировать эту ситуацию. И вообще как-то все-таки они в Вашингтон летают, да, вот регулярно пытаются о чем-то договариваться. Как бы уже решено, что Европа откалывается потихоньку, или все пока... Нет, разумеется, еще ничего не решено. Все будет решено, когда Трамп выведет США из ООН. Вот это будет, наверное, уже серьезный шаг. Потому что обратно он уже будет, наверное, почти невозможно пересобрать, как минимум в том же виде, в каком он сейчас существует. Вот это будет интересно. Будет такая вестфальская система,
каждый сам за себя, там, в Европе, видимо, там останется какой-то свой союз, даже, может быть, собственное НАТО, действительно. Нет, пока еще ничего, конечно, не решено. И все, конечно же, прекрасно понимают, и европейцы тоже, что срок он ограничен, что вот эти там 3 года надо как-то перетерпеть. Потому что действительно сейчас все разрушишь, все разломаешь, потом трудно будет обратно пересобирать. Уже будут совсем там другие условия, другие переговоры и так далее. Да, они, конечно же, пытаются как-то сохранить эти нити, но все в руках Трампа, понимаешь? Он имеет достаточно сил для того, чтобы порвать даже все связи, наверное, с Европой. Может, и пошлины вкрутить, да. Будет очень весело. Конечно, любопытно, как мы оказались быстро в такой ситуации. Ты, кстати, предполагал 3-4 назад, что мы окажемся там, где мы сегодня есть? Думаю, что нет. Думаю, что никто не мог этого предполагать. Хотя, наверное, это ретроспективно, когда смотришь, ты понимаешь, что были такие точки, да, и по ним можно было все восстановить. Но никогда нет веры. То есть ты никогда не можешь быть уверен в том, что в политике, это же взаимоотношения людей, можно все вычислить формулами и померить линейкой. Всегда понимаешь, что это же живые люди, да, они где-то там, у них не хватит сил, не хватит нервов и так далее, не хватит таланта и что-то сделать. Всегда надеешься, что это человеческий фактор, он вмешается. А тут товарищ идет действительно напролом, и все, что, в общем-то, его может остановить, это какие-то собственная глупость, которой у него все-таки хватает. Да? Человек шагает очень широко, и штаны могут порваться. Давай тогда попробуем пофантазировать. Да, у нас есть, как мне кажется, у нас у всех есть уже хороший опыт вообще, несколько такого неудачного действительно предсказывания будущего, потому что я с тобой очень согласен. Может быть, что-то мы смотрели на то, что что-то меняется в России, в мире и так далее, но, конечно, не верили, да, что начнется война, что вообще все это придет в ту точку, где это сейчас находится. Если так посмотреть, какие-то очень, я бы сказал, обобщенные прогнозы, да, разные. Например, один прогноз касается того, что, не знаю, такой оптимистичный, на который надеются многие, что все-таки сейчас Путин с Трампом договорятся, как-то худо-бедно война закончится, санкции с России потихонечку будут снимать, Украину будут всем миром потихонечку восстанавливать. Там, конечно, будет политический кризис, но в целом кризис как-то уже проходит, минует, и снова заживем в какой-то более-менее стабильной эпохи. Такой вариант, как тебе кажется, он реалистичен или уже нет? Он мне очень сильно, этот вариант напоминает, настроение части общества в молодом советском государстве. Конец 20-х, начало 30-х, когда довольно много людей, они еще сидели и думали, что большевики-то ненадолго, сейчас они обделаются с экономикой, все развалится, снова, вернутся из-за границы все эти капиталисты и, бежавшие белогвардейцы, и все восстановят. Они так сидели, ждали, мечтали об этом, а ничего из этого не получилось. Поэтому ожидать того, что что-то вернется, прям так, как было, я бы уже не стал. Потому что слишком много слов сказано, слишком много дел сделано. И за все это придется все равно как-то... Они никуда не исчезнут. То есть ты не вернешь уже слова назад. Сказанные, произнесенные. Очень много сказано было и в России в адрес Украины, и наоборот. Уже никак, понимаешь? Как-то то, что говорили, да. Медведев только что написал о том, что там что-то очередное безумное. Уничтожить киевский режим, нанести ему максимальный вред на всю жизнь. Это большая, задача. Я процитирую, нашел. Нанесение киевскому режиму максимального урона на земле останется главной задачей Российской Федерации. Максимального урона на земле. Куда ты его денешь, что Медведев? Он уже все это написал, что он написал. И, допустим, как куда денешь? Посмеемся над ними, забудем. Что? Ты так просто не забудешь над ним, понимаешь? У нас есть... Мы же видим сейчас наглядно, да, что есть исторические деятели, которые
не получается вот, там, посмеяться и забыть. Вот проходит там 80 лет, да, а мы продолжаем до сих пор спорить, хорошие эти были деятели или плохие. Хотя, казалось бы, мне тоже в голове не укладывается, как, например, в 21 веке там люди вот, готовы сотнями тысяч там, погибать, выясняя, хороший был Бандера или плохой. Господи, он жил там в середине прошлого века. Кого-то вообще может волновать это можно сейчас. Но, тем не менее, вот это факт. Да? Вот через 80 лет, например, точно так же, да, вот будет, люди будут воевать, выясняя, допустим, вот хороший был Медведев человек или плохой. Так же точно. Нет, это не так просто. Есть другой прогноз, такой, опять же, какую-то, наверное, крайность беру, о том, что Трамп действительно отворачивается от Европы и Украины, Украину Путин с Трампом тем или иным образом делят, там, в общем-то, Зеленский проигрывает, Европа тащит по швам из-за мигрантов, внутренних проблем и так далее, и Путин, возможно, даже нападает на страны Балтии, да, я не знаю, там, создает себе сухопутный коридор до Калининграда, и, в общем-то, мир, каким он был, таким образом окончательно рушится. Ну вот, обрати внимание, что все эти прогнозы, да, и предыдущий твой прогноз, и вот этот твой прогноз, они предполагают возвращение в прошлое. То есть одни люди предлагают вернуться обратно в нулевые годы, да, другие люди вот предлагают вернуться, что вот, как ты сейчас описал, там, в 60-е, например, годы. Ну, мы оперируем понятным опытом своим. Вот. А проекта будущего его, в общем-то, никто не предлагает. Вот это проблема. Но я тебе говорю про такой, скорее, прогноз не от тех, кто может создать проект будущего, а от тех, кто просто живет в это время и хочет примерно представлять как-то, да, что происходит, что будет дальше. Да, вот нет людей, которые влияют на это. Тем не менее, то, что я говорю, то, о чем я говорю, мне представляется как раз вот максимально важным. Потому что вот этот вот дележ, там, где чья будет земля, это, в общем, натуральная архаика. Вот. И по большому счету, ничем, кроме как вот там пролитой крови, она не запомнится. Вот, то есть, такой 16 век, да. Вот. Наверное, это происходит из-за того, что вот миром управляют, в общем-то, старики сейчас. Да? Главные действующие лица у нас на планете, они, в общем, очень пожилые люди, что Трамп, что Байден, да, что Путин. Это, наверное, у них какое-то видение устройства мира откуда-то там 70-х, 80-х годов. Они были молодые. И примерно это все воспроизводят. Чего-то нового они боятся. Тем более, что это новое они успели посмотреть на него в 90-х нулевых, оно им не понравилось. Вот. И были, как говорится, свои минусы. Вот. Но вот до тех пор, пока старики будут управлять, я думаю, что не изменится ничего. То есть должно произойти какое-то конструктивное изменение, в принципе. То есть действительно должно разрушиться, видимо, все системы безопасности 20 века, как просто не работающие, и не рабочие, и не нужные уже особенно никому. Все эти там имитации каких-то... А НАТО туда входит или нет? Я думаю, что тоже, в общем-то, никакой нужды в этом НАТО давно уже нет. По-хорошему, давай, вот этот НАТО за все время существования организовал ровно одну кампанию военную. Вот ровно одну. Больше ничего. Это вторжение в Афганистан. Это была натовская история. Все. И, в принципе, последние там лет 20... В Ирак разве нет? Мне кажется, что в Ирак... Это не натовская была операция. Это как раз была американская операция, в которой почти никто не поддержал. Вот. То есть все равно любое государство НАТО может вести военные действия там, самостоятельно. Вот Франция вела там самостоятельные войны, будучи членом НАТО. Америка вела самостоятельные войны, будучи членом НАТО. НАТО не обязана поддерживать своих членов, в общем-то. Слушай, главный смысл НАТО был все-таки в том, что, например, если сейчас Россия вторгается в Эстонию, да, очевидно, что Россия даже там со своей, может быть, не самой, как оказалось, второй армией в мире, но по размеру просто больше Эстонии, да, и она там, очевидно, что Эстонию Россия может захватить физически, да, там и другие страны Балтии, что она этого не сделает именно потому, что есть Соединенные Штаты Америки, которые обязаны вступиться в этот момент за эти маленькие страны. Устав НАТО. Вот очень что ты имеешь в виду? Я его не помню. Там есть сложности. Нет, просто я в определенный момент решил, как-то почитал, собственно говоря, знаете, 6-ю статью, в частности, и ты знаешь, я некоторым удивлением обнаружил, что там, в общем-то, нет обязательства военной помощи в случае вторжения.
Там есть обязательство оказывания... Ты имеешь в виду пятый пункт, да? Ты имеешь в виду пятый? Я уже не помню, какой-то конкретный это пункт по счету, но смысл в том, что здесь сказано, что государство обязано там оказывать помощь, но какая-то помощь будет, решает само государство. То есть она может быть военной, может быть, например, материальной, а может быть, например, просто там, грубо говоря, там, моральной поддержкой. Вот. Ну, вот я просто процитирую тогда, о чем мы говорим. Если одно государство член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства, члены этого союза, будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся, значит, вот видишь, этой агрессии. Которые сочтут необходимыми. Но до этого что это будет вооруженное нападение на все страны НАТО. То есть подразумевается, что нападение на Эстонию является нападением на Соединенные Штаты Америки, и Соединенные Штаты Америки не могут это проигнорировать. Собственно, в этом расчет был, да. Тем не менее, и Путин же этого НАТО так боится. Могут заявить, что вот мы считаем необходимым оказать Эстонии в данном случае такую моральную поддержку. Или, например, прислать ящик патронов. Вот. Как-то так. Это и будут в своем праве, в общем-то, они не нарушат устав. И точно так же скажут, что, вот вооруженное нападение, но вот сейчас вот они закончат, и все, закончится вооруженное нападение. Снова будет мир. Вот. То есть теоретически, я думаю, что если мы просто немножечко отклонились от темы, я думаю, что НАТО сейчас действительно такое же архаичное образование времен Холодной войны. И оно имело, в принципе, смысл как союз военно-промышленного комплекса. То есть довольно удобно, да, когда у тебя есть много стран, у них единые военные стандарты, и когда нужно модернизировать армию, закупать вооружение, у них, в общем-то, нет больших проблем с тем, где это купить, что это купить, по каким ценам это купить. Тебе это обязательно все модернизирует, в общем, только деньги давай. В этом смысле, да, это удобно. То есть ВПК, но другого принципиального смысла в этом особенного нет. Но нет сейчас в мире такого противника для НАТО, против которого НАТО действительно было бы готово в едином порыве выступить. Я абсолютно не уверен, прям вообще не уверен, что если завтра, например, теоретически, Путин нападает на Балтию, страны НАТО действительно собирают свои армии и идут воевать с Россией. Я прям очень сильно в этом сомневаюсь. Как тебе кажется, это проблема именно такого союза, как НАТО, я не знаю, каких-то юридических формулировок, или это проблема другая в том, что просто европейские страны, да, в общем-то, и Америка тоже, просто уже не готовы воевать? Люди хорошо, замечательно живут, по большей части в этих странах. И, конечно, никто, какая армия? Какая война? Я думаю, что это один из факторов, это один из важных факторов, да. Считается, что много лет считалось, что, в принципе, европейским странам Севера, в общем-то, делить особенно уже нечего. НАТО имело смысл в времена, например, Холодной войны, как это действительно сдерживающая сила. Силы действительно были примерно равны. И самое главное, что характер взаимоотношений Запада и Советского Союза, он был все-таки достаточно уважителен. Допустим, в 60-е, 70-е годы, 80-е. Этот блок, грубо говоря, стран Варшавского договора и блок НАТО, они, в общем, друг друга уравновешивали просто из соображений уважения. Я думаю, что мало кто всерьез воспринимал идею о реальной войны. К тому моменту уже, наверное, закончились, в общем, причины для этого. И я не вижу сейчас действительно какой-то острой необходимости в существовании именно НАТО. Все операции военные все равно в мире проводит та или иная страна, которая поддерживает какие-то другие страны или не поддерживает. И, в общем, вполне себе региональный военный союз Европы я могу себе представить, чтобы заменил, например, НАТО. Грубо говоря, НАТО та картина, США. Которую ты рисуешь, действительно, просто получается сейчас, если к войнам не готовы, если союзы не действуют или потеряют свой смысл, то действительно, у Путина развязаны руки, чтобы вторгаться в страны Балтии, у Китая
развязаны руки, чтобы вторгаться там куда-нибудь в Тайвань или еще куда-нибудь, или там вести какие-нибудь дела в Африке. То есть, по сути, мы возвращаемся в ту ситуацию, когда там условно более сильные свое право сильного могут реализовывать. Вестфальский мир. Помнишь же такой, да, историю? Да, конечно, 30-летнюю войну закончившую. Но тогда это было, понимаешь, это было новое. Тогда появились национальные государства. Тогда люди наконец-то определились со своей дипломатией. Они определились, что такое страны, они определились, что такое войны, они определились с тем, что такое территориальные претензии. Это все-таки было большое событие дипломатическое для Европы. Оно, как бы, конечно, сейчас людоедским все это выглядит, но мы понимаем, что это происходило все-таки сколько там, да, уже 400 там с лишним лет назад. Вот. Сейчас же это большой скачок назад. Ну, это такая пересборка системы после глобалистского эксперимента. То есть с развитием глобализма последние там, 20-30 лет люди снова перестали понимать, где у них национальное государство, где у них там народ, и пытаются это все пересобрать заново. Там, конечно, другой вопрос, что за это время все-таки воспитали огромное количество людей, которые уже впитали в себя именно глобалистскую какую-то систему ценностей и не очень понимают действительно консервативные идеи, да, вот это все вестфальское, то есть каждый сам за себя и прочее. Им, в общем-то, эти государства национальные не очень-то и нужны. То есть какой-то другой совершенно принцип структурирования общества. Даже не межгосударственный, а, так сказать, междугосударственный, то есть это сквозной. Вот, но не суть. Консерваторы, конечно же, хотят просто пересобрать эту всю историю, считают, что вот мы зашли немножко не туда, надо куда-то там вернуться и заново там попробовать вот уже с учетом ошибок двигаться дальше. Вот такая история. Это реально. Вот. То есть мы можем это как-то оценивать хорошо или плохо, но это вполне один из реальных и вполне рабочих вариантов. Такое может быть вполне. И не так уж много времени прошло на самом деле. Вот у нас вот наше поколение, по большому счету, это вот, ну, наверное, первое, единственное, которое вот выросло действительно вот в условиях уже победившего глобализма. Даже и то у нас детство все равно прошло еще вот времена холодной войны. Вполне себе я себе представляю, в общем, такую историю. Друзья, напомню вам про лайки и про поддержку канала. Спасибо за то, что вы их ставите. Спасибо за то, что поддерживаете канал. Продолжайте. Верное дело. У нас буквально с тобой немножко времени остается. Да, сегодня 5 марта. Ну, конечно, как строить прожекты относительно нового мироустройства, кого это может не увлечь. Вот, например, такой товарищ был Иосиф Виссарионович Сталин, и ему явно тоже нравилось этим заниматься. Еще там народу он любил переселять, да, и вообще каких-то масштабных проектов много. Кстати, на военные переговоры приходил без пиджака, да, сейчас все это снова постят фотографии, кто, значит, на каких важных военных переговорах, там, конференциях и так далее. Как был, вот Сталин везде тоже, значит, в каком-то этом мундирчике. До сих пор личность Сталина у нас в России какой-то, да, я не знаю, больной, видимо, нарыв, камень преткновения. С одной стороны, вроде уж так много сказано о том, что он палач, убийца, кровопийца, да, и жуткий тиран. С другой стороны, и вроде сказано даже практически на официальном уровне, с другой стороны, до сих пор какой-то вот Сталина на вас нет, вот эти все какие-то штуки, они живут. Как ты думаешь, когда-нибудь будет поставлена точка? Вот, что Сталин хороший или Сталин плохой. Вот когда-нибудь это произойдет уже и закончатся эти споры? Кстати, или это будет... Ты, кстати, забыл упомянуть, что, собственно говоря, сегодня годовщина его смерти. То есть чего вообще? Да-да-да, я почему говорю, да, спасибо тебе, Миша, что сегодня, естественно, 5 марта, годовщина его смерти, да. Ну да, так сидят люди разговаривают про Трампа, вдруг начинают про Сталина. Да, нет, сегодня дата есть, спасибо, что ты меня напомнил об этом. Нет, я думаю, что если это произойдет, то, наверное, лет через 100, может быть, не знаю, совершенно не в обозримой перспективе. Вот, то есть, не при нашей жизни. Так споры будут продолжаться. Потому что до сих пор мы же не поставили этой точки раньше, и из чего вдруг мы должны ее поставить? Вот. Это надо было делать там, когда-то. В 91-м, да, там, в 92-м. Может быть, в 91-м, 92-м, да, устраивать там какой-то
отделять, так сказать, добро от зла. Вот. А оно не было отделено. Ну, в принципе, не в российской ментальности проводить вот эти четкие параллели, четкие границы между черным и белым, между добром и злом. У нас же всегда все неоднозначно, потому что мы никогда не знаем, чем дело закончится. В принципе, история 20 века нас к этому приучила, что не надо ничего однозначно утверждать, потому что завтра к тебе придут и скажут, что все, короче, власть переменилась. Вот. Поэтому люди стараются избегать резких оценок, резких суждений, и в итоге это приводит к тому, что да, вот у каждого последующего поколения нет вот этой какой-то твердой позиции, твердого убеждения в том, что вот это хорошо, это плохо. Вот. Люди просто-напросто беспокоятся о себе. Вот и все. Вот ты сейчас начнешь, да. Почему работают до сих пор вот эти все какие-то ресентименты к Сталину, к советским временам? То есть, вроде должно закончиться уже все. А нет, до сих пор какие-то вот эти вот советская травма, да, она, по сути, определяет и внешнюю политику, да, российскую, и внутреннюю политику. В общем, все равно это все какое-то наследие Советского Союза. Слушай, это все-таки чуть-чуть сужаешь. Вот, потому что Советский Союз был, в общем-то, по большому счету, при Сталине, я имею в виду, продолжением старой доброй империи. Вот, просто в красный цвет покрашенный. И то, о чем ты говоришь, это началось-то не при Советском Союзе, вот, а еще чуть ли там не при Иване Грозном. Вот, то есть Русь всегда чувствовала свое отставание техническое, технологическое и культурное от Запада. Оно было, это отставание, вот, что бы ни говорили славянофилы. Вот. И мы все время догоняли Запад, но даже когда мы его догоняли, Европу, например, до 20 века была актуальна только Европа. Даже когда мы, в общем-то, как казалось бы, полностью все догоняли, все равно оказывалось, что мы где-то в сторонке стоим. Не совсем мы в этом европейском ансамбле участвуем. Хотя вроде как участвуем, а вроде как не совсем. Вот. От этого всегда это было какое-то жгучее чувство такой обиды. То же самое, что то, что Путин транслирует сейчас, это было же и в 19 веке. То есть, почему они нас не принимают полностью в свой круг, в свою компанию? Хотя мы такие же вроде бы. Вот. Тогда, понимаешь, из этого, да, чисто такая подростковая психология. Но раз вы это не уважаете, я сейчас в морду набью, тогда будете знать. А Сталин – это один из эпизодов всей этой истории. Все-таки, да, там Красная Россия, Советский Союз – это все-таки очень серьезный шаг в сторону. Если действительно до этого, как-то шли по европейскому пути, да, то тут выбрали свой собственный путь, и все пошло совсем иначе, чем в Европе. И главное, Европа действительно стала врагом, по сути, да, и даже несмотря на совместную победу во Второй мировой войне, после этого все, Европа стала окончательным врагом. Да, кстати, сейчас не совсем с тобой соглашусь. Может быть, там она в какое-то послевоенное время некоторое воспринималась как враг, да, но уже к 60-м годам, в общем-то, она в общественном сознании врагом не воспринималась никак. То есть, в государственном сознании это, воспринималось все равно, конечно, западный мир – это противник. Нет, танки стояли в Берлине. Но граждане, они туда смотрели с огромным любопытством и с огромным интересом впитывали все, что из Запада приходит. То есть музыку, моду, кинематограф, культуру, все западное было очень интересно, все это впитывалось. И это не воспринималось как вражеская история. То есть, если, например, в конце 50-х, скажем, в начале 60-х еще были такие люди, с годами, с каждым десятилетием, таких людей становилось все меньше и меньше и меньше. То есть, доля людей, которые к Европе относились с интересом и любопытством, росло. И меняло свое отношение государство советское. Да, начали постепенно приглашать, скажем, все равно даже в Советский Союз западных актеров и исполнителей.
на всякие фестивали, на концерты. Не всех, не многих. Но это было. И Катрин Денев там приезжал, Ален Делон приезжал. Не из всех стран. Были американские певцы, которые там как-то пробивались. Да, опять-таки, да, проверенные, идеологически выверенные. Но это было интересно. Да. Сюда что везли? Кока-колу везли. Все-таки это, понимаешь, занавес-то был, понимаешь, и занавешиваются. Это не от друзей занавешиваются, от врагов. Я тебе просто предлагаю разделить отношения на идеологическом государственном уровне, где и был железный занавес, да, и отношения именно бытовое, человеческое, людское. Сейчас бытовое отношение как ты считываешь? Европа все-таки друг или уже врагом потихоньку становится? Боюсь, что мои ощущения здесь могут быть нерелевантны. Потому что настороженность чувствуется. Уже просто в общении, если брать на бытовом уровне, настороженность это как бы чувствуется. Миша, давай мы сейчас буквально паузу поставим, потому что у нас в приложении сейчас пойдут новости. Михаил Шевчук был гостем программы «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Друзья, сейчас в приложении новости, а на YouTube буквально давай твою мысль закончим. Продолжай. Есть настороженность у людей. В принципе, да, но она связана как раз с этими особенностями текущих отношений, связанных именно с войной. Да, есть подозрения. То, что я в самом начале описывал, да, действительно у многих людей есть подозрение, что на самом деле, когда мы заключим какой-то мир, нас все равно продолжат как-то прессовать, шельмовать. Это будет очень большое разочарование, хочу сказать. Если бы, например, у меня была возможность поговорить с какими-то европейскими политиками в Брюсселе, я бы обязательно на эту тему их предупредил, что если вы хотите нормального отношения потом с Россией, да, то это надо как-то проговорить. Этого никто за все 3 года пока не проговорил. Тебе надо ответить, что вы агрессоры, вы напали, вы должны понести наказание. Да, у меня просто вопрос, а какая у меня тогда мотивация против этого бороться, если я все равно понесу наказание? Это наоборот, понимаешь? Наоборот, при таком раскладе я понимаю, что меня будут в любом случае наказывать, и зачем мне тогда, собственно говоря, за это бороться? Против Путина, против системы. Какой мотив у меня тогда? Чтобы меня потом выпороли? Последнее слово буквально, Миша, тут новость пришла. Макрон анонсировал обращение к нации. Сегодня он выступит, обратится к французам. Он не сказал, чем будет посвящено, но обращает внимание, что это обращение будет накануне чрезвычайного европейского саммита, посвященного войне Украины. Как ты думаешь, Макрон такая любопытная фигура, да? Он вроде... любопытная, не буду я ему сейчас давать всех оценок, но он все время участвует, он разговаривает с Путиным, летает в Вашингтон, кстати, если делает какие-то серьезные заявления. Про Францию зашла речь. Ты же помнишь, что Шарль де Голль как раз выводил Францию из НАТО? Я думаю, что современная молодежь, она, наверное, уже не очень хорошо знает факт, но это было. И на протяжении очень долгого времени Франция не была в НАТО. И если, например, читатели, скажем, освежат в памяти мотивацию Шарля де Голля, почему он это делал, да, то они могут с большой легкостью примерить это и на сегодняшнюю ситуацию. Ты думаешь, что Макрон может выходить из НАТО? Скорее сейчас уже смысла в этом большого нет, но сейчас, видимо, Трамп быстрее выйдет из НАТО, а Макрону тогда как раз придется остаться, потому что де Голля же как раз не устраивал главенствующую роль США в Европе. И, собственно, если сейчас США сами выйдут из НАТО, то проблема и так будет решена. Но, в принципе, высадить США из НАТО или хотя бы, грубо говоря, создать вместо этого просто свое НАТО, да, без США. Как думаешь, хватит ли сил там у Макрона, у других европейских лидеров, хватит ли у них воли на это? Прямо сейчас нет. Но через 2-3 года, если Трамп продолжит бесноваться, как сейчас, и усугубит ситуацию, до того может дойти. Что сегодня, как думаешь, о чем Трамп будет говорить? Что-нибудь скажет интересное или будут какие-то общие слова?
Он уже... Мы должны сплотиться. Кто, Трамп или Макрон? Макрон. Сегодня Макрон выступает. Я думал, Макрон же будет, Трамп же уже выступает. Сегодня я говорил, значит, Макрон сегодня выступает. Нет, разумеется, его выступление будет в определенном смысле ответом речи Трампа в пику, да, и я думаю, что там тоже будут сказаны достаточно твердые слова, о необходимости сплочения, необходимости создавать какие-то собственные союзы. Это все будет. Я практически уверен в этом. Ну да, возможно, отношения продолжат ухудшаться. Спасибо, Михаил Шевчук, петербургский политический обозреватель.